Kotlin или Java? Этим вопросом задавались люди тысячелетиями. Шучу, Kotlin, в отличие от Java, не настолько старый. Но сегодняшнее видео не будет посвящено кибербуллингу того или иного языка, или объяснению того, чем является любой из них. Этому я посвятил целый отдельный ролик на втором канале, ссылка на который в описании и на экране. Сегодня мы будем говорить о Kotlin и Java в контексте Spigot, и ответим на вопрос зачем, а главное зачем, почему и все остальные. Ну а меня зовут Бебра. Напоминаю, что недавно я закончил свой курс по Spigot, так что если ты хочешь научиться делать плагины по курсу из более чем 40 видео, то ссылка на мой Boosty есть в описании. Ну а я желаю тебе приятного просмотра. Давайте для начала сделаем небольшую оговорку. В этом видео очевидно, что я буду делиться своим собственным опытом, и на чем писать это, твое личное дело. И ты не должен воспринимать мое мнение как единственное в мире верное. То есть ты должен понимать, что, конечно, мое мнение, оно единственное в мире верное. Но не нужно заставлять себя писать на том, на чем ты не хочешь, тебе некомфортно и неприятно писать, только потому, что какой-то челик с носком на голове на ютубе сказал тебе, что так правильно. Очевидно, что каждому свое. Кто-то пишет на Spring, кто-то на C-Sharp, кто-то вообще получает удовольствие от написания плагинов на Python. Ты должен стремиться к тому, чтобы твоя работа выполняла свою цель. При разработке плагинов моя цель всегда была как можно быстрее воплотить в жизнь идею реализации из своей головы. И именно через призму такой логики и складывалось мое мнение. Если же твоя цель просто получать удовольствие от разработки плагинов, то нет никакой разницы между тем, на чем писать, на Kotlin или на Java. Просто используй то, что тебе удобно. Итак, несколько слов о том, что такое Kotlin. Можешь относиться к нему как к обертке на Java. Такой вот себе новенький графический мод. Вот представь, что у тебя есть старый Most Wanted, на который ты накатил красивые графические моды, чтобы убрать этот песчаный, какой он желтый, вот этот фильтр ужасный, сделать текстурки большего разрешения и в целом сделать игру более комфортной. Вот Kotlin работает примерно так. Конечно, это очень притянутое пояснение, но в целом пока что тебе его должно быть достаточно. Теперь, когда мы разобрались во всех деталях, давай я отвечу сразу на твой вопрос, ради которого ты сюда пришел. Kotlin или Java? Тут есть много факторов, но для меня ответ однозначен. Если ты смотришь мои видео, стримы, Boosty или в целом давно следишь за каналом, то знаешь, что я пишу на Java только для видео, потому что это просто более популярный язык программирования. Любые же заказы и свои проекты на Spigot я пишу на Kotlin. Почему же так? За все время работы со Spigot, а это уже года 3 или 4, я написал тысячи строк кода на Java и десятки тысяч на Kotlin. Kotlin был моим основным языком еще до того, как я пришел в разработку плагинов. Но с самого начала я думал, что это немного зашквар использовать Kotlin для Spigot, потому что его просто не раскроешь в рамках этой технологии полноценно. Когда же я почувствовал, сколько действительно простых таких фундаментальных вещей с Kotlin мне не хватает в Java, я понял, что может, я и не буду использовать Kotlin так, как задумывали разработчики, но я абсолютно точно выиграю в других аспектах и буду чувствовать просто больше комфорта. Просто понимаешь, разработка плагинов похожа на разработку игр. Это на самом деле почти то же самое. И вот одним из главных недостатков разработки игр является то, что реализовать ту или иную игровую механику каким-то красивым способом, который займет минимальное количество строк кода, будет легко читаться и в целом быстро будет реализовываться, зачастую невозможно. То есть ты создаешь какую-то обычную игровую механику. И какой бы простой она ни казалась, зачастую это довольно объемный кусок кода, состоящий из вложенных циклов, проверок и прочих вещей, которые делают код достаточно массивным. Java же делает, на мой взгляд, и так большую проблему еще хуже, потому что она имеет довольно-таки перегруженный синтаксис. Все эти C-подобные циклы со счетчиками, свитчи с брейками, и другие уже более сложные вещи, которые, конечно же, положительно влияют на читабельность кода, но, к сожалению, делают и так объемный код еще больше. Вот тебе простой пример. Наверное, первое, что мне бросилось в глаза при работе с Java на Spigot, это проверка на то, является ли объект объектом того или иного класса. В Java это делается при помощи ключевого слова instance of. И чтобы сделать отрицание этого instance of, я должен сделать отрицание всего
условия. В то время как в Kotlin есть оператор is, перед которым можно просто поставить восклицательный знак для отрицания. Вот такой вот простой и показательный пример того, что синтаксис в Kotlin, он просто банально комфортнее в плане скорости и удобства написания кода. Помимо этого, в Kotlin есть более удобные методы для работы со списками, строками, циклами, объектами и вообще все, что можно было реализовать в Java, но это бы заняло несколько лишних строк кода, тут можно написать в одну строку. Например, если ты в Java захочешь запустить цикл итерации по списку объектов, то ты используешь стандартный for each. Если же тебе еще в цикле нужен индекс, то есть параллельно с вот этим вот главным итератором объекта, который ты создаешь в цикле for each, тебе еще нужен отдельный индекс, то ты его создаешь как переменную и будешь добавлять к нему единицу каждую итерацию. Или используешь итератор. В Kotlin же достаточно просто добавить метод withIndex, который позволит тебе иметь счетчик помимо итерируемого объекта прямо вместе с ним в цикле. Также в Kotlin есть более удобные методы работы со списком, например, метод find, который позволяет найти объект в списке по заданному условию или же предикату. Есть метод let, который позволяет создать переменную только в определенной области кода. Класс string builder встроен в язык программирования, и в целом Kotlin это про огромное количество удобных и полезных мелочей. Если ты являешься моим подписчиком на Boosty, то респект тебе. Серьезно, благодаря тебе канал еще жив. А еще ты точно знаешь, что такое синглтон, и что для его создания в Java нужно проделать целую кучу действий. В новом классе нужно создать главный объект класса, заприватить конструктор и сделать геттер главного объекта класса. И когда ты будешь вызывать вот этот вот синглтон, тебе нужно писать название класса .getInstance. В Kotlin же для создания класса, у которого один объект, достаточно создать структуру типа object, и это и будет синглтон. Только тебе не нужно ни приватить конструктор, ни создавать статическую переменную instance, а для вызова достаточно просто написать название этого самого объекта. То есть тебе просто не нужно вызывать метод getInstance, а ты просто пишешь название объекта. Еще одна вещь, всю мощь которой можно оценить, в частности при написании своей собственной API-шки, это расширение или же экстеншены. Это механизм, который позволяет внедрять свои собственные методы в другие классы. То есть, вообще в любые классы. То есть, у тебя есть какой-то класс, не обязательно, что он твой. Например, есть стандартный класс Bucket, у которого есть метод getOnlinePlayers, который получает список всех игроков онлайн. Но что если ты хочешь сделать еще один метод, который будет не просто получать онлайн игроков, а будет получать только администраторов онлайн? Зачем создавать отдельный класс, если можно внедрить в класс Bucket свой собственный метод и просто вызывать его из этого самого класса Bucket? Пока я это говорил, ты уже должен был оценить всю мощь этой штуки. То есть ты прикинь, ты можешь добавлять свои собственные методы прямо в классы Spigot API внутри своего проекта. То есть есть сообщение, в котором стоят цветовые коды. А нужно, чтобы эти цветовые коды превратились в цвета. Обычно для этого используют класс chatColor и огромный громоздкий метод translate alternate color codes. Так вот, зачем использовать его каждый раз, когда ты отправляешь сообщение, если можно просто создать отдельный класс с методом sendMessage, который будет применять цвета за нас и, собственно, отправлять сообщение игроку. С Kotlin можно пойти еще дальше, внедрив этот метод в сам класс игрока и тем самым сократив код и сделав еще проще его для понимания. То есть ты буквально пишешь player, берешь объект игрока стандартный, обычный, который ты обычно используешь в своих плагинах, и у него вызываешь свой собственный метод. Так это, собственно, и работает. Есть еще на самом деле много применений этой фичи, которые ты можешь найти сам, но не буду лучше раскрывать вам темы для моих будущих роликов по Spigot на Kotlin, которые скоро появятся на канале. Еще одна фича, которая упрощает и ускоряет написание кода, называется SmartCast. Думаю, ты много раз сталкивался с ситуацией, когда ты создаешь условия проверки объекта через instance of, и после проверки внутри этого условия тебе нужно кастануть объект к тому классу, на принадлежность к которому ты только что его проверил. В Kotlin же такой каст не нужен, так как если проверка instance of успешна, то объект кастуется к этому классу автоматически, и внутри этого условия ты можешь без проблем получить доступ ко всем методам этого объекта, что безумно удобно и избавляет от потери времени на написание лишнего кода. Если вдруг у тебя, мой маленький, или не очень маленький фанат Java, возникла в голове мысль, что в Java есть паттерн-матчинг, то подумай о том, что использование паттерн-матчинга в этой ситуации увеличивает вложенность. Но даже если не говорить об этом, в Kotlin все равно код получается короче. Почему это плюс, я объяснил в начале.
Ну а на этом у меня собственно все. Конечно, я не затронул много фич из Kotlin, такие как null safety, мутабельность и другие, но это не должно быть для тебя так важно. Давай лучше сфокусируемся на ответе на главный вопрос видео. А что выбрать-то, Kotlin или Java? Что ж, тут все зависит от тебя. Если ты готов выучить тонну новой информации и привыкать к новому языку в надежде, что он тебе понравится, то не слушай Java разработчиков, которые терпеть не могут, когда их любимый язык вытесняет молодой конкурент. Если же Java для тебя кайф, она тебя устраивает и Kotlin, на твой взгляд, имеет много лишнего и ненужного, а также понижает читабельность кода, делая из Java и Python, то да, почему бы такому мнению не существовать? Мое мнение должно быть тебе уже ясно. Я пишу на Kotlin и буду это делать в Spigot, потому что за свою жизнь я уже написал тонну кода, и с вероятностью 99% я не встречу для себя какой-то принципиально новой задачи, требующей уникальной реализации. Напротив, от плагина к плагину я по сути реализую одни и те же идеи в разной обертке, зависящие от конкретного ТЗ. И самое важное для меня не то, что будет через месяц, когда я прочитаю этот код, потому что скорее всего я его отправлю заказчику и больше никогда не открою. Самое важное здесь время, за которое я этот текст наберу. И чем меньше слов мне нужно будет написать, тем лучше. Так что решение в любом случае за тобой. Не забудь заглянуть в комментарии и глянуть, как куча отличных, замечательных и очень умных людей напишет про то, что Kotlin в Spring ужасен и вообще он сосет и нигде не используется. Напоминаю, что видео про Kotlin именно в контексте Spigot. Специально не стал акцентировать на этом внимание в начале, чтобы комментариев побольше написали. А хейтеры Kotlin живем за счет вас. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео.